Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардюа. Я здесь вижу есть темпларочка, и на самом-то деле мне бы хотелось сыграть сейчас на убийцах плюс ведьмаках. Хотя на самом деле я бы хотел еще и на охотника попробовать сыграть, но давайте будем смотреть от того, как мне оно будет приходить в целом. И может быть я даже тут сыграю и на цветке пятерочки. Правда, без фуловых мехов это будет так себе, и я уверен, что будет не совсем хорошо. Сейчас гоблина поставил как бы единичку, заинкамил монеточку и купил еще и клокверка, поэтому, в принципе, может быть повезет и мне получится мехов собрать ранних. Неплохо. Ну, Тинкер это неплохо. И Дискорд, и колечко, два хороших предмета, но я возьму все-таки колечко, потому что мне кажется, оно намного будет лучше, нежели Дискорд. Просто не факт, что мне там и гида будет приходить и тому подобное. Орка на всякий случай возьму, мало ли мне там орки придут хорошо. И вот. Сейчас, как вы видите по моему выражению лица и в целом, как я сейчас разговариваю, то на самом деле я себя чувствую очень-очень плохо. Скорее всего, я приболел, а приболел я от своей жены, поэтому огромное ей спасибо, а мне тяжело немножечко. Тяжело в плане того, что у меня забит нос, у меня побаливает голова, и у меня немножко горло, знаете, такое странное. Пришел червячок, и я возьму на самом деле этого червячка. Тут я, наверное... Боже, какой бесполезный клевер. Ребят, вот кто знает, напишите мне, пожалуйста, в комментарии, как работает этот клевер. Я сколько пытался протестировать в разных синергиях, в разных сборках, много раундов, много десятков раундов, и я до сих пор не понимаю, как работает этот клевер. Вообще не понимаю. Для меня... О. Просто плюс халявные роллы. Но скипать... Боже, два хороших предмета. И наручи, и барабан. Они оба обалденных предмета. На самом деле, мне кажется, острые наручи будут намного эффективнее, чем барабан. Намного эффективнее. Сейчас, если что, я взял немножко уровня, чтобы сразу получить себе 5-й. Сейчас, секундочку. Секундочку. Не, я агра скипну, я все-таки верю больше в Тинкера, нежели в агра. Вот, как-то я больше верю все-таки в Тинкера, нежели в агра. Так вот, я сейчас взял себе немножечко уровня для того, чтобы получить максимально быстрый 5-й. Там, может быть, я еще 6-й возьму. И острые наручи, мне кажется, будет намного эффективнее, особенно в моем билде через механизмов плюс гоблинов. Так как резак имеет свою огромную защиту, плюс у него есть какой-никакой хп реген и резист. И плюс накинул на него наручи и крутишься, бьешь снова. Ух ты! Еще один умник, боже, и гида еще. Так, снайпер гуляй. Снайпер гуляй, омник, иди сюда. Одного тинкера я меняю, по-любому закидываю предметы в омника. Омник намного серьезнее будет. У омника больше физической брони, поэтому я лучше закину как острые наручи, так и, соответственно, я второго омника выставил, чтобы получить как можно больше импакта от своего стола, то есть усилить его максимально. Короче, по поводу клевера, я надеюсь, вы меня услышали. По поводу того, что мне немножко плохо. Ну как немножко, мне на самом деле довольно-таки хорошо плохо. И из-за этого... Ну, короче, все видно по моему внешнему виду. Вот реально, по моему внешнему виду, я думаю, идеально видно на том, что я, ну, не в лучшей своей форме, и тем более не в лучшем своем состоянии. А еще я тут проиграл раунд. И... Да. Ну ты Криса. Просто проиграл раунд. Обидно. Обидно. Эх. Ну, ничего с этим поделать я не могу, поэтому проиграл ты проиграл. Просто у меня денег никаких нету. У моего противника было куча денег. На самом деле я бы хотел, чтобы нинча максимально быстро... Или по секунду. Я бы на самом деле хотел, чтобы нинча в троечку максимально быстро пришла. Потому что, может быть, я здесь сыграю на зверях. Вы знаете, судя по всему, быстрая инча это какая-то мечта для меня. Боже, что за закон подлости? Почему я вот только хочу сыграть на гоблинах плюс смехах? Все собирают гоблины плюс смехи.
Это какой-то реально закон подлости. Я не в первый раз замечаю то, что я пытаюсь, допустим, записать как охотников плюс нежить там, либо же просто охотников через какой-то интересный билд Кир, и все играют на охотниках. Абсолютно каждая живая душа начинает играть на охотниках. Так же самое это касается убийц и других сборок, которые я реально планирую. Даже тех же вот, у меня был один случай такой лютый, я собираю полуорков. Спасибо за апгрейд. Неплохо, 3 инчи уже. Ну, это, наверное, какая-то подлива будет по-любому. И, скорее всего, мне лондруид там не придет, и еще кто-то не придет. То есть, какой-то подвох здесь будет 100%. Я более чем уверен. Скорее всего, если мне так NC пришли со старта, то будет какой-то подвох. Вот по-любому, гадалки не ходи, будет какой-то подвох. 100%. Так вот, был у меня один лютый момент, от которого я просто, ну, уже думал, что меня то ли стрим снайпит, то ли... Не знаю. Я решил такой, ну, давай попробую сыграть на полуорках через 6 рыцарей, через фул божественность. То есть, по сути, в этом патче это можно сделать из-за того, что есть божественный отпечаток. Я такой думаю, ну сейчас соберу полуорков, поиграю. И как вы думаете, что произошло? Просто два типа начали ни с того ничего собирать орков плюс рыцарей. Ну, полуорков плюс рыцарей. Я такой, что? Что? Боже, вы посмотрите, как мне звери идут. У меня просто за один ролл 4 зверя пришло. А еще 3 раза прикусил губу уже. Вот за этот ролик я 3 раза уже прикусил губу. Ладно. Получается, у меня сейчас 5 зверей. Ну и, в принципе, вроде бы все хорошо. Еще... Боже, как же я не люблю вот это вот состояние, когда ты простывший. Сейчас, секунду. На самом деле, я не особо хочу на зверях сыграть. Мне хочется что-то такого интересного собрать. Плюс здесь есть темпларка, есть светка. И хотелось бы на гоблинах плюс мехах сыграть. Я, наверное, сейчас продам все-таки зверей. И буду играть на гоблинах плюс мехах. Либо же я буду играть через темпларку плюс убийц. То есть одно из двух 100% я буду играть. Наверное, так и сделаем. Так, гоблин пришел. Сейчас взял 6 зверей со старта, прикиньте. Лондруид пришел. Я бы мог выставить стол из 6 зверей, и скажу честно, я хочу что-то такое интересное и разнообразное, и показать такое, знаете, сильное, даже очень сильное. Поэтому, если вам пришли 6 зверей, вот так как мне сейчас, не скипайте этого, ребят. Просто выставите 6 зверей и кайфуйте от игры, потому что вы будете абсолютно всех выносить и все забирать, так как 6 зверей со старта, когда вам приходят, это, извините меня, это очень сильно. Вот у меня просто сейчас есть 6 зверей, но я еще в таком небольшом замешательстве, я вроде бы как и хочу на зверях сыграть, а вроде бы не хочу. Я хочу на самом деле сделать контента, а для того, чтобы сделать контент, это явно будет не звери. Чтобы сделать контент, хотя на самом деле я бы мог просто выставить зверей и потом перестроиться. Вот я сейчас... Мне сейчас надо немножечко подумать, еще и бесполезный предмет Discord мне упал из-за того, что я хотел сролить ману плюс 40, либо же блинк. Просто, понимаете, у меня еще мехи сейчас стоят, халявные роллы, у меня довольно-таки сильный стол, у меня сейчас есть инча в двойку, у меня есть мехи, то есть у меня все довольно-таки прекрасно. Реально довольно-таки все хорошо. Один чел вообще ливнул. Не выдержал такого напряжения и решил ливнуть. Я сейчас просто думаю.
Я думаю, как лучше поступить. Либо же сыграть реально через зверей, либо же сыграть через другой какой-то билд. Убийцы ведьмаки даже будут намного посильнее. Цветка. Опа. И барабан был, и мана. Но на самом деле я больше склоняюсь к мане, нежели к барабану. Хотя и барабан был очень сильный. Сейчас я просто думаю, ну, мне пришла сейчас цвет, как бы, да, тут есть еще один челик, который играет вот на цветах, мехах и гоблинах. Я, наверное, все-таки не буду играть через зверей. Ну, хочется мне попробовать через Темпларку, через Свена сыграть, то есть вот через таких персонажей. Поэтому я, наверное, скипну все-таки зверей. Не буду я играть на зверях. Инчу я оставлю, может быть, я ее апну в тройку. На самом деле это надо было, ну, раньше сделать, до 10-го раунда. Просто распродать зверей, у меня было бы уже 20 чем-то монет, и я чувствовал бы себя прекрасно. А сейчас я не особо себя чувствую прекрасно. Особенно если меня сейчас вынесут, то будет вообще обидно, так как у меня скоро винстрик. Я взял арканцы для того, чтобы всем своим союзным фигурам давать ману. И не считаю это ошибкой. Мне кажется, это наоборот круто. Все мои фигуры будут получать сейчас ману. У меня есть винстрик 5 еще и гримтач. Алло. Не, ладно. Короче, определились. Я либо соберу сейчас Свена плюс драконов. То есть это будут ведьмаки. Это будет Свен и драконы. Либо же я соберу убийц плюс темпларочку. То есть, что первый будет приходить, от того я буду отталкиваться. Если же мне придет, соответственно, темпларка первая, то, соответственно, это будут убийцы плюс ведьмаки. Будем отталкиваться от легендарной фигуры. Хочется что-то такое интересное, что-то прям такое развалистое. Вот прям хочется, вот, хочется контента. Поэтому будем делать контент. Мне неплохо то, что у меня такой винстрик. Очень даже хорошо. У меня довольно-таки сильный стол. Еще и резачок приходит. У меня есть халявные роллы, но я немножко их, наверное, подержу. Я не буду сейчас ролить. Или паролить, чтобы усилить свой стол. То есть, может, в действительности мне и стоит паролить, чтобы усилить свой стол. Но мне кажется, лучше на 8 уровне паролить. Мне кажется, лучше сейчас оставить эти халявные роллы. И в действительности паролить на 8 уровне. Там у меня будет какой-то небольшой шанс, чтобы взять и заролить легендарную фигуру. Ну, мало ли, почему нет. Если в действительности можно будет получить легендарную фигуру с этим 1%, то постараться можно, особенности с халявными роллами. У меня сильный стол, у меня есть 4 двойки, одна из них это инча, которая, извините меня, киллит. Если бы она пришла в тройку, я бы тут вообще описался от счастья, и было бы вообще шикарно. Я бы чувствовал себя настолько замечательно, что, ну, даже додолбаться не к чему было бы. Ну, просто посмотрите, как инча хилит все-таки. Плюс у меня Омник еще хилит, у него еще острые наручи. У меня Омник 3300 урона нанес. Боже, это по-моему, очень сильно. И волшебники, Клокверк пришел. Ну, волшебник мне пригодится, поэтому я его буду брать по-любому. По-любому нужно его брать. Боже, я только что альтабнулся, посмотрел на себя и думаю, боже, насколько же я уставший выгляжу. Ёлки. Ну, я надеюсь реально, что я не заболел, а просто так у меня там режим сбился, не выспался и что-то еще такое, и что-то еще такое. Я надеюсь только на это. Но если же я заболел, боже, это будет максимально дикий фейл. Кстати, мне в комментариях писали о том, что нужно перезаписать видос по поводу меты, патчи и все такое. Ребята, я это все сделаю, нужно на это просто немножко времени, и скорее всего займусь я в день выхода этого ролика. А когда выпущу гайд, соответственно, напишу в Телеграме об этом. Поэтому, ребят, на мой Телеграм ссылочка закреплена в комментариях. Не стесняемся, подписываемся. Там у нас чат комьюнити, плюс я пишу там по обновлениям игры и все такое, все и так далее. Плюс веду небольшой свой личный блог. У меня... Я только что думал, что мне сейчас порвут лицо. И я что-то еще думаю, что мне порвут лицо. Это 4 зверя. Если было бы 6, уверен, он меня бы испепелил. Но так как у меня есть Клокверк, у меня есть Инча, плюс Клокверк под бафом Гоблина, я
я вынес. Я подержу еще свой винстрик. Шикарно. У меня, знаете, даже тембр голоса немножко изменился из-за того, что горло побаливает. Боже, пожалуйста, только не заболей. И орки такие хорошие приходят. Тут, в принципе, кстати, орки есть. Кто не знает, в этом патче Джаггера поднерфили, довольно-таки сильно поднерфили. Ну как сильно? Сделали, что он во время крутилки будет получать магический урон в размере 80% от сопротивления к магии. То есть 20% магии будет проходить. Сильно? Я думаю, это в принципе неплохой нерв. Хотя бы можно будет как-то с этим бороться. Хотя 80% это слезы. Но хотя бы хоть что-то. Я бы, наверное, сделал просто в половину, чтобы резало и все. Вот именно просто половину урона получаешь магического. То есть нанес не 2000, а 1000. И вне зависимости от резиста. Ну, у меня красивый стол. Мне бы сейчас еще инча в тройку, и было бы замечательно. Боже, как он заложен. Ай-яй. Гран Геральт мне вроде бы как нужен, и одновременно не нужен. Вот как бы это ни звучало. Наверное, знаете, я буду максимально сейчас выходить в уровень по той лишь причине, что у меня, в принципе, все хорошо. У меня хорошо по деньгам, у меня хорошо, ну, то есть по экономике. Ну, очень плохо по предметам. Ладно, молнии, окей. Окей, вот эти вот молнии, они еще пойдут. Как-никак, они реально пойдут. По поводу того, что я сейчас кинул 40 мана в инчу, то я кинул это лишь из тех соображений, что думаю, лучше пусть будет подхил массовый от инчи какой-никакой, и я смог хорошенько выживать. Там ведьмаки собираются тоже. В общем, пока у меня хорошая ситуация, неважно даже если я, скажем так, свой винстрик потеряю, у меня хорошая ситуация, у меня сильный стол, и мне нужно максимально усиляться в плане уровня. Мне сегодня рандом благоволит, поэтому пока что все хорошо. Пока что все хорошо. Берем уровень максимально быстро и будем разваливать кабинеты. Ну, либо мне развалят кабинеты, если я слишком запоздаю. То есть мне нужно максимально обратить свое внимание на то, как будут ко мне сейчас приходить фигуры, что собирать конкретно, как противодействовать. И обязательно либо идти в таком билде, которым я сейчас иду, собирать механизмов плюс цвет. То есть гоблины, механизмы, цветы. И идти, соответственно, еще один чел... А чё сегодня два ливера в катке? Я сейчас не понял. Вы куда сбегаете? А как же контент? А как же контент? Алло, ребята. Не понимаю такой темы, почему ребята ливают, но... Ладно. Может, просто поняли, что здесь, ну, рандом вообще не на их стороне, поэтому ливнули. Либо же что-то произошло. Надеюсь, у них все в порядке. Опа. Плюс денежки, плюс денежки. Цветочка, гоблин. Отлично. Так, рыжелиса, не гуляй. Цветка это хорошо. В принципе, я, наверное, фуловых гоблинов поставлю, если... Опа, сюда. Муэрта... Не, на Муэрте я уже показывал геймплей, но я показывал через богов плюс нежить плюс охотников немножко. А тут я хочу какой-то другой интересный геймплей собрать. И, ну, рыжелист мне не нужен по-любому. Омник... Наверное, не стоит Омник. Наверное, не стоит. Ну, хотя бы инчу в тройку апнул. Почти все халявные роллы юзнул и почти инчу в тройку апнул. Омника не буду покупать, я его не буду собирать. Не тот билд, который я хочу, чтобы собирать Омника здесь. Так. Этот мне не нужен. Так, хорошо, усиление есть. Усиление есть. Так. Мне кажется, Ландрюи сейчас будет слабым.
Поэтому я вместо него лучше поставлю Клокверка. Что-то мне так кажется. Хотел только что попробовать поставить баф гоблинов, но понимаю, что если я это сделаю, у меня стол ослабнет. Я потеряю две хорошие фигуры, довольно-таки высокого, ну, довольно-таки импактных. Поэтому я... Поэтому я сейчас не стал ничего предпринимать. И вот как-то так играю сейчас пока что. Пока мне все нравится. У меня есть инча в троечку, которая очень сильно хилит. Кстати, посмотрите, какая внешка прикольная. Я все-таки успел ее добить, когда был ивент. Поэтому, в принципе, все прекрасно, все нормально, мне нравится. Так, я, наверное, халявные роллы еще юзать не буду. Подожду немножко. Хотя, на самом деле, бы мог. Можно, в принципе, вообще две цветки поставить. У меня все равно бафа гоблинов нету. Давайте попробуем, посмотрим, как оно сейчас будет. У меня, в принципе, арканцы, кстати, есть, которые будут немножко регенить моих цвет. Просто попробовать, почему нет? Мгм. Мгм. Там собрался фуловый зверь. Если он соберет Киру, то у меня будут проблемы. У меня реально будут огромные проблемы, если он соберет фуловых зверей, плюс синергию Киры и докинет кого-то еще. Из плюсов это то, что я максимально быстро пытаюсь выйти в 10 уровень. У меня очень сильный стол. Реально очень сильный стол. Еще бы если сейчас цветочка пятерка пришла, я думаю, было бы вообще замечательно. Боже, посмотрите, какой развал. Ну, это очень сильно. Так, гоблин пришел. Сейчас можно баф гоблинов поставить. Мне кажется, будет сильнее намного, чем цвета. Или не будет. Так, ZZS я по-любому беру. Очень сильная шмотка. Если вам приходит ZZS, ребят, ни в коем случае не скипайте. Не надо. Это будет ошибка, если вы скипнете взгляд Азеса. И медальончик вот этот вот первого тира, его не особо нужно скипать. То есть, если вы можете какую-то другую шмотку скипнуть, то скипайте другую шмотку. По той же причине, что если против вас соберутся, не дай бог, жрецы, они возьмут ваши мейновые фигуры под контроль и просто вынесут вас. А если они возьмут вашего керри, то все. Я сейчас выставил фуловых гоблинов, мне кажется, будет намного импактнее, потому что будет, во-первых, хп-реген, будет броня, ну и, в принципе, будет все замечательно. Плюс против меня там только один ведьмак, но там ведьмак довольно-таки слабый, я, скорее всего, вынесу его без единого шанса. Да и не скорее всего, а вынесу без единого шанса этого ведьмака. Но давайте, скажем так, не будем загадывать наперед, а то я уже несколько раз позагадывал, меня вынесли тогда просто в нулину. Ну, не сегодня, а в целом. Что когда я вот так вот загадываю, то меня просто выносят в нулину, и я такой, а, вот как. Ну ладно. Вот, кстати, фуловый зверь сейчас пришел. Ну и походу все. Или не все. Или все. Ну он, кстати, ведьмак только что сбил винстрик. Опасно. Так, берем 10 уровень. Девять воинов. Ну ладно, 6 зверей мы сейчас пережили. Слышишь ты, алло, а как ты собрал цветок? Я сейчас не понимаю. Две цветку, ну ладно, одну ты цветку как я собрал в тройку. Мне всего лишь за всю игру пришло две цветки. А, ты без денег сидишь. Это, конечно, круто, то, что ты без денег сидишь сейчас, но из-за того, что у тебя есть две эти цветки, ты мне снесешь лицо без единого шанса. Ну, кстати, неплохо так я убийц дефаю. Я так понимаю, он хочет собрать убийц плюс ведьмаков тоже, да? Так, понятно. Минус ведьмак, уже не опасно. Боже, я совершенно скоро сейчас возьму 70 уровень. Мне надо 2 раунда пережить, и я буду брать 10 уровень.
будет шикарно. То есть к 25 раунду у меня будет 10 уровень. У него огромная цветка. И, объективно говоря, я ничего ему не сделаю. Он меня вынесет. То есть я сейчас объективно вижу то, что он меня вынесет без единого шанса, по той лишь причине, что у него две огромные цветки. И все, заказывайте гроб. Я добавить больше нечего. Ну вот сейчас посмотрим, насколько быстро он меня вынесет. Как видим, довольно быстро выносит. К сожалению. Но это две цветки в тройку, о чем я... Ну, тут нечего добавить. Все, у меня как бы нет слов. Две цветки в тройку, они таки дамажат. Сильно. Ну да ладно, на 25-м раунде у меня сейчас будет 10 уровень. И на самом деле я буду номера собирать все-таки ведьмаков, либо же дракона из Свена. То есть я сейчас пока что выставлю ведьмаков на роллы. Драконов поставлю на роллы. И буду смотреть, какой первый керри ко мне придет. Если придет ко мне Темпларка, то это объективно будет ведьмаки плюс убийцы. И с этого пути сворачивать не буду от слова совсем. Я уже несколько раз говорил плюсы и минусы этого билда. Убийцы плюс, допустим, ведьмаки. То есть, короче, керри Темпларка, убийцы, ведьмаки. Я говорил плюсы и говорил минусы этой сборки. Из плюсов то, что вы будете ваншотать все и вся, если у вас Темпларочка. Из минусов то, что вас могут те же самые гритеры закрыть моментально в хроне и вынести. Плюс там есть еще маги дракона, которые могут спокойно вас вынести. И... Ну, в принципе, двух этих билдов, думаю, достаточно. А все остальные билды, в принципе, разбирайте вообще без единого шанса. Вы не дадите продохнуть никому. Вот у меня сейчас на 25-м раунде просто 10 уровень. Серьезно? Вот так вот сразу, да? Ладно. Еще и ТБ пришел, обалдеть. Так, цветки гуляйте. Тебя берем. Так. Тебя возьмем пока что. Нужно волшебника морского взять. Я объясню, зачем я его возьму, но чуть позже. Боже. Сильно. А что это такое? ТБ, кстати, мне не нужен. Мне он в единицу остается. Я его даже в двойку собирать не буду. Он бесполезный для моей сборки. Может мне только заруинить, если его соберу в двойку. Серьезно? Вот так вот можно было бы сразу, да? На 26-м раунде у меня темпларка в двойку. Серьезно? Обалдеть. Я рад. Я рад такому рандому. Спасибо огромное, рандом. Еще и цветка. Не, ну цветку надо покупать, чтобы ему не досталось. У меня, в принципе, стол позволяет. Поэтому я буду покупать все-таки цветку. Я не дам ему собрать цветку. Ни в коем случае. Пусть она у меня стоит. Но ему я не дам собрать ее. Я думаю, чисто под гоблинами мехами темпларка довольно-таки слабая. А вот под убийцами плюс ведьмаками это будет такой развал кабинета. Ребята, я сейчас в скором времени покажу. Сейчас, подождите. Просто немножечко терпения проявите. Я сейчас вам все покажу детально, все расскажу детально. Но она даже сейчас сильная. Просто она накидывает свой щит и чистый урон наносит. Насколько же она мощная. Это топ. Это топ. Максимальный хороший топ. Так, мартаретка мне по-любому нужна. Ладно, я буду сейчас пытаться выставить фуловый билд, который планировал изначально. Это убийцы плюс ведьмаки. Сейчас.
Так, 6 убийц, 4 ведьмака. И давайте посмотрим на эту мощь. Вот просто на вот эту вот мощь. У меня еще есть Свен. Так, Сларка берем. Сларка я поставлю вместо Рыжего Лиса. Почему я делаю выбор таких героев, а не каких-то других? Сейчас, секунду, я доролю, я расскажу все. Я сейчас просто спешу. Рангеральд мне не нужен, он слишком дорогой. Так вот. Почему я сделал именно такой выбор героя? Во-первых, из-за того, что есть Сларк, это один стак морских, постоянный. То есть я немножко эвейжу магического урона. Это первый момент. Второй момент. У меня мартретка, по той лишь причине, что у меня есть темпларка и АМ. То есть я какой-никакой, но получаю немножечко уклонения. Боже, еще и квапа пришла. Вот это... Так, иди отсюда. Иди отсюда, говорю. Все. Или... Я надеюсь, я сейчас ошибку не сделал. Это, в принципе, Хе? Обалдеть. Так, мне сейчас нужно, кстати, шмотки переделать. И желательно, чтобы не упал Мьёльнир. Желательно, чтобы не упали криты. МКБ и маска. То есть вот эти вот три самых главных предмета. Мьёльнир, МКБ, маска. Три этих предмета помогут мне выигрывать игру просто беспощадно. Так. Меч я оставлю, потому что... Боже. Кстати, вот этот посох великого мага, это лютая имба. Лютая имба. Но я, наверное, все-таки возьму либо маску, либо криты. И, наверное, все-таки лучше криты, потому что первая тычка у меня будет бить чистым уроном. Плюс у меня, кстати, есть вот этот вот меч, который дает 15% атаки. Но это не будет настолько сильно, как по мне. В общем, я сейчас взял криты из-за того, что они мне повысили урон. У меня сейчас у темпларки 300 плюс урона. Умножаем на x2, потому что у меня ведьмаки. И я получаю 700 чистого урона. И умножаем на то, что у меня есть убийцы. И у меня давно такого рандома не было. Вот реально давно такого рандома не было. Я у него стырю цветок, я ему не оставлю цветок. Так вот, у меня ведьмаки. У меня x2 чистый урон на первой тычке. Плюс у меня есть убийцы. Первая тычка это обязательный крит. И смотрите, что происходит. Чпоньк! Вы посмотрите на эту аннигиляцию. Это невозможно. Вот это вот невозможно пережить никаким образом. Это очень сильный билд. В самом деле, если вы соберете алхимика, Киру, чернокнижника, то вы эту темпларку должны перебить. Но если темпларка там будет огромная, то она будет просто вас ваншотать без какого-либо... Даже не знаю, как это сказать. Просто, короче, вас темпларка будет ваншотать. То есть вашего алхимика Киру темпларка будет ваншотить без каких-либо проблем. Он еще, посмотрите, как он сделал себе расстановку. Боже, да если я сейчас поставил бы темпларку посередине, моя темпларка бы сделала один вот так вот такой чпунь, и все, темпларка откисала. Ой, темпларка. Весь билд его стола просто бы откисал напрочь. Тебе повезло хорошо с цветками, мне повезло хорошо с темпларкой, поэтому 1-1 получается. Но у меня вышло сильнее, я реализовал немножечко мощнее этот билд, чем ты, дорогой. Вау! Бесполезный клевер, конечно. Я, наверное, попробую все-таки предмет 5-го тира найти. Мне бы желательно молнии. Но я возьму щит отражения. Щит отражения это имба, потому что я могу просто отразить почти все, что угодно. Я могу отразить башер, могу любой крит отобразить. Почему у меня на языке крутится не отразить, а отобразить? О, чел расстановку меняет.
Боже, у меня аж глаза слезятся. Надеюсь, у меня температуры нету, потому что это будет очень плохо. Сильная темпларка, кстати. Но у меня реально сильная темпларка. Вы просто посмотрите на этот урон. Кстати, напишите в комментах, что вы думаете, имеет ли смысл посох великого мага 5-го тира кидать на темпларку? На самом деле я не особо вижу смысл. По этой же причине я его и не взял тогда. Я взял другой предмет. Что, получится его в тройку загнать по-быстрому? Нормально мне так пришла цветка. Не успел загнать в тройку, ну ладно. Даже Квапа, кстати, не пришла мне в двойку. И ему, кстати, цветка не пришла. Хоть одна радость у меня есть. Ему не пришла цветка. Кстати, расстановку немножко я забыл поменять. Ну, если он никого сейчас не соберет, если он не соберет себе алхимика Киру, то это моя победа чистая причем. Он ничего не сможет сделать. Я бы на его месте попробовал бы алхимика Киру собрать. Других шансов у него нет. Кстати, смотрите, я сейчас сделаю по-хитрому. Он всех поставил в правую сторону. Я сейчас типа так меняю стол там. Меняю то все, 5-е, 10-е. Типа, ну, не подозреваю, что темпларочку поменяю местами сейчас с Квапой. Квапу чуть дальше поставлю, темпларку типа чуть ближе поставлю. Сейчас будет весело. Сейчас на последней секунде возьму и поставлю темпларку на ту сторону и просто ваншотну весь стол. Чекайте. Чпуньк. Пока. Пока. Ах ты падла, ты бьешь Тинкера, почему? Что? А чё ты бил Тинкера только что? Ты обалдел? Так, яичко, отлично. Чё, ну давай, давай, за одну монетку приди, персонаж. О, еще одно яйцо, кстати. Ну, он не переживет сейчас со мной баттл. Этот раунд он не переживет, он откисает 100%. Я думаю, да, он 100% откисает этот раунд. Ничего сделать он со мной не сможет против меня. Сейчас просто поменяю местами, немножко сделаю вот так. Ну, я как бы... Короче, я на всякий случай, не стал яйцо юзать в Квапу, потому что, ну, Квапа, она, конечно, импактна, но не совсем. В общем, не стал я юзать эти два яйца, потому что я думал, ну, мало ли, какой-то там неизвестный момент прокнет, и я проиграю этот раунд. Ему пришла цветка, все-таки 5. Я мог проиграть этот раунд. Не скажу, что спокойно, но просто мог сыграть какой-то там неизвестный рандом, и я мог проиграть этот раунд, поэтому 2 яйца я этих оставил, хотя я мог одно яйцо закинуть в Квапу, усилить свой стол, либо же мне бы пришло еще одно яйцо, и дай бог, еще 2 темпларки пришло бы, но это в моих влажных мечтах, во влажных фантазиях. Но, если бы так пришло, было бы замечательно, было бы шикарно, я бы сделал себе темпларочку в троечку, получил первую ачивку, когда собрал эту темпларку в тройку, и просто чилился бы. В общем, вопросы на эту катку, я думаю, вы зададите в комментариях. Все такое. Но я думаю, многие заметили, это реплей моей игры, поэтому я его озвучивал. Есть там некоторые моменты недоработки, и я хочу узнать ваш фидбэк по поводу того, как я озвучил этот реплей. Несмотря на свое состояние, я думаю, я, в принципе, неплохо озвучил реплей. Ну, по крайней мере... Мне самому понравилось комментировать эту катку, было интересно, довольно прикольно ее было озвучить. Вот, винстрик у меня вообще шикарный, 32-2 счет. Есть вопросы, в комментарии пишем, не забываем, что это реплей, поэтому я жду от вас фидбэк.
По поводу вопросов этого билда пишите тоже в комментариях. Плюсы и минусы. Как контрить этот билд на самом деле довольно-таки просто. Гритеры могут законтрить, охотники могут довольно-таки быстро перебить, но не факт. Тут 50 на 50. Основная проблема это гритеры, маги-драконы. И кто еще такие вот прям серьезные, кто вот реально может спокойно вынести вот этот вот. Я думаю, звери могут еще вынести неплохо так. Довольно-таки быстро зачистить этот стол, если засумонят. Дракон Свен через ведьмаков может спокойно, я думаю, законтрить этот билд. Хотя... В общем, у кого есть какие-то идеи еще по поводу контрпика этого билда, мы пишем в комментариях. Если понравился ролик, не забудьте оставить свой лайк и комментарий, а также подписаться на мои каналы на YouTube, на Telegram. Telegram в комментариях, а на YouTube, соответственно, там есть галочка подписаться. А также, ребята, у меня цель 5000 подписчиков на YouTube, а в Телеграме 1000. Поэтому всем огромное спасибо, всем удачи.